Я хочу больше жить с мамой. Саша, он добрый и злой. Это ее возлюбленный, и он на вас напал. Все верно. Очередной раз. В очередной раз, да. Он тоже бывший. Че он к вам-то прицепился? Я, говорит, сяду третий раз, но я, говорит, тебя убью. Ты трусливый, мерзкий, ты просто баба. Контролирует каждый мой шаг. И вы голые ходили по квартире? Боже упаси. Курили, не давали ребенку спать. Меня всегда были рады видеть. И ребенок тоже? Конечно. Когда ты отстанешь-то уже от меня? Руку он на вас поднимал. Кому ты нужна, посмотри на себя. Да я тебя в лес увезу, закопаю. Мне пробивали грудную клетку, я задыхалась, сидела на полу. Виталий, это все неправда, да? Нет, толкал там где-то так, где-то было, да, признаю. Твоя дочь, когда вырастет, выберет такого же, как и ты, который будет распускать руки. Виталий достал всех во дворе, но не всех, потому что есть соседка, которая приехала поддержать Виталия. Добрый день. Прекрасный, всеми любимый фильм «Покровские ворота». Присаживайтесь поудобнее, потому что сегодня будет одна из его версий. Видишь, как она говорила? Если когда-нибудь какая-то женщина внушит мне доверие, я сама к тебе ее приведу. Это мой крест, милочка, и нести его мне. Все то же самое, только в мужском обличии. Это мой крест, мужики, и нести его буду я. Ремейк. Сегодня в нашей студии Виталий Литвинов из Екатеринбурга. Здравствуйте. День добрый. Что случилось? 13 сентября вот, то есть этого года в очередной раз на меня совершил нападение возлюбленной бывшей жены. Вот, Еще раз. У вас бывшая жена, это ее возлюбленный, и он на вас напал. Все В верно. очередной раз. В очередной раз, да. Это длится, да, уже там 4-й год, нападает на меня. Первый? Да, он там по лицу, по туловищу. Это попало на видеофиксацию. Я обращался неоднократно в правоохранительные органы, проходил судебную экспертизу, в прокуратуру писал жалобы. И никаких ответов вам не приходит? Никаких ответов. Ну, из прокуратуры пришел ответ, что они, значит, на расследование отправили дело. Так. И до сих пор, вот с мая месяца это все длится. А в чем у вас конфликт с этим мужиком-то вообще 4 года, и почему вы с ним конфликтуете? Но бывшая жена, я так понимаю, настраивает. Вы сказали, что есть запись с камеры видеонаблюдения. Все верно. Глянем. Вы 4 года вот так деретесь? Не на постоянной основе, но проживаем как бы в одном дворе. Слово говорю сразу, с данным гражданином, бывшая жена, уже вот года 3 примерно, у них, насколько мне известно, никаких отношений нету. То есть он тоже бывший? Он тоже бывший, да. Вы бывший, и он бывший? Только я был по закону, ну, то есть официально... Вы официально бывший, а он... Ухажер, так скажем. Хорошо, а он бывший ухажер. Откуда у него такая неприязнь к вам, что он аж кушать не может? Ну все, они уже даже с ней расстались. Че он к вам-то прицепился? С его слов, какая-то личная неприязнь, когда-то какие-то сказанные слова, там какая-то обида. Вы ему что-то Да, сказали? я вот последний конфликт был, я, говорит, сяду 3-й раз, но я, говорит, тебя убью. 3-й? А он 2 сидел? Ну, насколько известно, да, у него неоднократная судимость. Из-за чего изначально вы стали с ним конфликтовать? У меня с бывшей общая дочка. Так. Дочери 7 лет, теперь уже на сегодняшний день. На тот момент, когда они сошлись, ей было года 3-4, да? Да, было года 3-4. Ну? Они жили вместе? Дочь рассказывала, что да.
Ну, Вот. Ну и сам я как бы иногда, приходя как бы за дочерью, допустим... там, Видели его? Видел его, да. И, с чего конфликт начался? у меня были как бы и сейчас такие же условия там к нынешним ухажерам, так скажем, и были, и будет, что в присутствии дочери, чтобы чужих мужчин как бы не было. То есть, погодите, Ну, вы то есть говорите, ваша что... жена теперь подождите, никогда не может ни с кем жить, потому Да. что вы так решили. Нет, я не так. Чтобы в присутствии моей дочери... А что тогда, надо дочь отселить? Или ему что, в шапке-невидимке ходить? Дочь достаточно времени проводит с папой, то есть со мной, Ну. с бабушкой, с моей мамой. Это ваша бывшая жена. Если она захочет построить свою новую личную жизнь, она может выйти замуж, может сожительствовать, может просто встречаться. И вы никак ей это запретить не можете, точка. Скажите мне, пожалуйста, у вас-то есть женщина? Ну, есть вообще, да, но в присутствии дочери я с этой женщиной время не провожу. Хорошо, это ваш личный выбор. Что хотите, то и делайте. Ваша Согласен. супруга имеет право приводить домой мужика, и вы ей никак не можете это запретить. У вас конфликт с этим конкретно человеком, с ее ухажером. Из-за чего начался? Потому что ребенок мне жаловался. На что? Что голый ходит там, спать не дает, что они там, допустим, в моменте, когда я хочу спать, они там курят, ругаются, выясняют отношения, еще что-то. Это вам жаловалась девочка в 3 года. Все верно. Она и сейчас про новых ухажеров нет-нет И что-то ходят рассказывает. они все голые. Я жаловался в ПДН. Ну, что вы сделали? Также есть соответствующие документы. Как Жаловался вы в ПДН. лично с ним стали конфликтовать? Ну, вот на почте вот этого, то есть у меня были, ну, как бы изначально условия, говорю, если ты Вы хочешь... можете русским языком ответить на мой вопрос? Как у вас начался конфликт с этим молодым человеком? Ну, вот, то есть из-за ребенка, то есть я ему какие-то высказывал свои претензии, и вот из этого постоянно какие-то драки. Что вы если вы- конкретно, подождите, что вы конкретно сказали этому молодому человеку в тот момент, когда он вас, до того, как он вас ударил на видео? Это было еще вот, когда я говорю, они Я проживали... задаю конкретный вопрос. Мы вот посмотрели это видео. Он вас бьет. С чего? Что вы ему сказали? На этом видео я ничего ему не сказал. Вот конкретно на этом видео. Он меня догнал, вышел из подъезда, увидел меня, догнал, побежал за мной. А и кто начал эти вот, люди вокруг? соседи. Понятно, хорошо. Теперь смотрите, документ, где отказано возбуждение административного дела по вашему заявлению. Это что касается аморального образа жизни, который Литвинова А.М. ведет в присутствии ребенка. То есть я так понимаю, что был выход ПДН, пришли люди, посмотрели, ничего аморального не Возможно, нашли, и вам просто отказали. А? Возможно, просто отписка. Возможно. А возможно и нет. Вы когда жили с ней вместе, вы при ребенке, ну, грубо говоря, уединялись в спальне? При ребенке нет. Ну как? Ну а где вы ребенка отправляли куда-то, что ли? Ну, во-первых, как бы спальня-то не одна, то есть есть там кухня, Ну, ванная, да, так скажем. Ну, так у Но нее же тоже не однокомнатная квартира. у нее однокомнатная, Однокомнатная? да. То есть она с мужиками остается... У нее студия. А вы когда с ней жили, у вас все хорошо было? Не всегда, ну, бытовуха стандартно, то есть, ну, А расстались-то почему? она получила наследство, появились, так скажем, свободные деньги, купила квартиру, ну и как-то вот... И ушла от вас, Все верно. да? А почему ушла-то? Ну, Ну, ей что-то не устраивало в Пока семейной денег жизни? не было, все было хорошо. Как деньги появились, вы стали после не нужны. рождения дочери она, как я до сих пор вот эту фразу на всю жизнь запомнил, я, говорит, хочу пить, курить и материться, как вы все, а у меня, говорит, ребенок на титьке. Ну, и что? То есть я ей предлагал, там, не хочешь работать, допустим, там, либо, наоборот, иди на работу, там, ребенок в садик скоро пойдет, либо давай, говорю, сделаем второго ребенка, если ты не хочешь работать. Знаете, как говорят у вас в Екатеринбурге? И чё? Я предлагал, Ну как бы, чё, она варианты. хочет пить, курить, и чё? Ну, Я просто так и не поняла, почему вы разошлись. ну, сейчас, к сожалению, 99% все Да ну, при чем вот. здесь 99%? Хватит лить воду, и реально. Вы не можете конкретно ответить ни на один вопрос, как она вообще с вами столько прожила. Мне интересно, как долго вы отвечали на вопрос ЗАГСе, вы готовы взять ее в жены? Не, ну исходя из статистики, там вот это вот все, я просто представляю, там эта тетка, наверное, 58 раз вас спросила, прежде чем вы ответили да или нет.
Вы можете отвечать на вопросы конкретно? Почему она от вас ушла? Я не могу ответить на Ну, этот она же вопрос. вам как-то сказала, ухожу от тебя, потому что тебя не люблю. Или потому что ты руки распускаешь, или потому что ты бабу нашел. Она же как-то вам объяснила, почему она Нет, уходит? Нет. А алименты вы платите? Нет. Почему? Изначально, с первого, то есть там момента, как ребенок пошел в садик, то есть поплачивал в садике, там какие-то секции, У нее нет к вам претензий по поводу финансов. не было. Сейчас ребенок пошел в школу, она там потратилась, то есть я там должен ей некую сумму, да, я сказал, пока вот, Сколько? не помню, округлим 15 тысяч, допустим, да, там я не помню, есть где-то в переписке. Я говорю, то есть я ну она знает, то есть я говорю, заработаю, я дам, то есть там... Что, вы даже 15 тысяч не можете заработать, чтобы ребенку дать? Еще месяц как бы не прошел с того момента. То есть, я понимаю, прошел бы там длительный период времени. Мы вашу правду услышали. Давайте теперь послушаем правду Александра Сорокина, который участник этого конфликта. Тоже который... Дважды сидевший, как я Бывший понимаю. любовник. Сейчас спросим, за что. Вы бывший муж, он бывший любовник. Да. Александр, идите к нам. Здравствуйте. Только Здрасте. без драк, умоляю. Виталия, знаешь, что ты? Ты трусливый, мерзкий, гадкий человечек. Ты просто баба. Ты достал всех людей, всех соседей, свою жену. Никому жизни покоя не даешь. Александра, можете сесть и рассказать нам, Он что назвал происходит? вас желтым земляным Да, а то червяком. вы сейчас драка будет, я чую. Нет, извините, будет? пожалуйста. Да. А что происходит-то вообще? Я правильно понимаю, что вы в какой-то момент стали встречаться с его бывшей женой? Совершенно правильно. А вы начали с ней встречаться после развода или еще? Я познакомился с ней, она раньше проживала вместе с ним, мы проживаем на одной улице, у нас общий двор, соседние дома. Я с ней познакомился на улице, когда она собиралась подавать на развод. В тот момент она уже купила квартиру в соседнем районе. Ага. И втайне от него собиралась переезжать. Даже его родители были в курсе, но они ему не говорили. Настолько он всех достал. Во-первых, она была с маленькой дочкой, она из другого города, у нее абсолютно нет там знакомых, друзей, которые могут ей как-то помочь. Она плохо знает город, там, у нее не было работы, денег. Ну, короче, вы стали встречаться. всё Да, нормально. мы начали с ней общаться, и это потом со временем потихоньку перешло в роман. Когда он появился в этом романе? Виталий как-то узнал мой номер телефона предыдущий, позвонил мне, говорит... А вы встречались или вы все-таки жили вместе? Нет, конечно, нет. Вы встречались Конечно, просто? да. И что он сказал? Он мне сказал, что у меня с ним общий ребенок, типа, отстань, отвали, типа, т.д. и т.п., типа, не лезь в эти отношения, там, вот. Я тебя услышал, все, и, как бы, мы с ней начали просто дальше общаться, потому что мне Алиса говорила, я 100% с ним разведусь, я развожусь, как бы, я для себя приняла решение, я к нему очень долго подходила. А дальше-то что было? Она Первое- развелась, вот живет в этой квартире. Вы уже встречаетесь. Смотрите, он как-то забрал у нее телефон, и там была моя фотография. Он узнал, где я живу, Да. он выложил мою фотографию в интернете, на различных там общественных там форумах, там, что я там наркоман. Мою как бы фотографию там пришел ко мне домой, когда меня не было дома, возле моей квартиры, написал различные гадости, там нарк, там т.д. и т.п. Вот это был первый момент, когда вот человек как бы начал мне гадить. Слушайте, ну это даже недостойно поведения я мужчины. на тот момент ему абсолютно Ну, ничего не приходить сделал. двери разрисовывать, ну это прям смешно. Естественно. Скажите мне, а у вас были проблемы с законом? Да, были. Вы судимы? Да, Отбывали срок? да. 2 раза. 1. А за что? За хранение наркотических веществ. Причем, когда меня принимали, шло дело, меня, конечно же, проверяли на наличие наркотиков. Ну, ничего не нашли, никаких веществ. Вы отсидели Я за сидел 2 года хранение... 10 месяцев, как нормальный парень, вышел по УДО. И с того момента я не нарушаю закон, я живу... Нет, а все-таки хочется понять, вот вы в итоге с ней стали жить или вы все-таки встречались? Знаете, как мы общались? Она работает по будням, я работаю по будням. Но мы все выходные проводили вместе. Ага. Поначалу мы еще проводили выходные, когда он не забирал дочь, либо его родители, его дочка была с нами. Мы И там вы голые гуляли. ходили по квартире?
Боже упаси. Вы ругались с ней, курили, не давали ребенку спать, у вас были плохие Не может отношения быть, с этой я- девочкой. Я спрашиваю. Я когда туда приходил, меня всегда были рады видеть. Я вообще поначалу... ребенок тоже? Конечно. Вы думаете, мне вот что ли делать нечего там Слушайте, как какому-то... мы поняли, вот эта драка, которую мы наблюдали, это не единственная драка. Нет, между конечно. вами. А что еще было? Первый был момент, было лето. Это вы еще с ней были вместе? Да. Мы сидели в моем дворе. Пришел Виталий, начал всякие гадости говорить, там, провоцировать. Мы с Алисой решили уйти. Я встал, он подошел ко мне, ударил меня в челюсть. И так как я понимаю, то, что я сильнее этого человека, я просто на него посмотрел и пошел далее. И потом, пройдя несколько шагов, я почувствовал, как бы чуйка своя, извините такое за слово, что что-то происходит, поворачиваю голову, и мне просто бьется об голову бутылка, разбивает мне голову. У меня вот так были порезы, и у меня вот остался шрам, Да, рваная, вижу. как бы рана была. А что в итоге-то ему было за это? Ничего. Александр, скажите мне, пожалуйста, вам ведь нравилась Алиса, правда? Алиса, во-первых, она, знаете, я за свою жизнь, у меня вообще нету как бы проблем с женским полом, но я, когда с ней познакомился, во-первых, меня очень тронула ее жизненная история. Почему вы разошлись? Вот что хочет спросить. Я ушел из этого человека. Из-за него? Да. Почему? То есть он все-таки победил. Смотрите, здесь нет, победила здравый смысл. То, что даже там есть как бы чужой ребенок в семье, это можно как бы перебороть, можно полюбить чужого ребенка. И не именно, я не говорю там стать как бы папой, А стать чужого как бы хорошим. бывшего невозможно полюбить. Вот, а такой человек, который постоянно гадит, Слушайте, понимаете? но Вот- вы вот. уже с ней давно разошлись. Чего сейчас-то подрались? Ну, во-первых, он под окнами кричит, Чего что моя кричит? мама умерла от передоза. У меня мама в этом году, 15 лет назад, как ее не стало, у мамы там появился рак кожи, и она скончалась от рака. Он об этом знает, и он неоднократно мне говорил эти гадости. Я понимаю, если это было бы один Вот раз, сейчас конкретно два. вы из-за чего разругались? Понимаете, я когда вижу его, меня триггерит. То есть, когда вы его увидели, вас переклинило, Да. и вы ему дали в морду. Да. Давайте позовем сюда Алису. Без нее же точно не понять, что там было и как. Сколько можно меня преследовать и терроризировать? Это же невозможно так жить. Просто поперек горла уже встал. Алис, Когда ты отстанешь-то уже от меня? Алиса, Я тебя ничего можете не надо. сесть, пожалуйста? Это, знаете, это просто как в этой песне. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Спасибо. Вы, когда сходились с Виталием, вы сделали это добровольно? Добровольно на Или тот не момент. очень? Потому что вы Добровольно. не из Екатеринбурга, денег нет, жить негде. Ну, честно. Ну, Не, вы влюбились или как? нет. Нет? Нет. Мы познакомились в интернете, начали общаться. Он приезжал ко мне в Пермь. То есть он казался довольно-таки милым, добрым, ухаживал. Ну ладно, но вы разного полета все равно. Ну давайте честно. Ну подожди, ну ухаживал красиво. Потом случилось так, что мы улетели в Турцию. Мы платили каждый за себя, могу уточнить. И после того, как мы вернулись, оказалось, что я беременна. Мгм. Да. И уже после этого пришлось, так скажем, выйти замуж и создать семью. Хорошо, почему сошлись, понятно, по залету. А почему расстались? После этого он начал раскрывать себя такой, какой он на самом деле. А какой он? Он неадекватный абсолютно, то есть он может нападать, накидываться, ему может не нравиться любая крошка на полу, он может из этого раздуть огромный скандал. То есть он меня конкретно морально и физически уничтожал, Он вас бил. бил. То есть руку он на вас поднимал. Так. Мгм. А морально как? Всяческими оскорблениями, унижениями, что я никому не нужна, я никому не достанусь, я такая страшная. Кому ты нужна, посмотри на себя. Да я тебя в лес увезу, закопаю, и никто про тебя не вспомнит. В итоге вы, я так понимаю, устали, приняли решение, что надо уходить. Конечно. Дальше, вот вы с ним, когда разошлись, уже развелись, все, он вас так и преследует с этого момента? По сей день. А как? Раньше он за мной следил. То есть я вела ребенка в садик, он мог из-за угла, там, грубо говоря, выйти и напасть. Напасть как? Физически.
толкать меня, кидать, швырять, за волосы таскать, потому что я от него, видимо, ушла из-за этого, то есть он это особо не комментировал, он просто кричал маты и физическое рукоприкладство. А в полицию обращались? Да, были заявления, были даже сняты побои, но, к сожалению, ничего из этого не вышло. Мне просто сказали о том, что мое заявление утеряно. 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 Его финансовая помощь ребенку вас устраивает? Я подала 2 иска на определение места жительства и на алименты. Ага, понятно. Понятно. А все-таки вот последней каплей что стало? Из-за чего вы ушли? Физические побои невыносимые. Угу. У меня было рассеченное ухо, мне пробивали грудную клетку, я задыхалась, сидела на полу, меня душили. Мне пришлось прикинуться, что я уже без сознания, и у меня как Виталий, будто это бы... все неправда, да? Нет, были какие-то там драки, еще что-то, но синяки от того, что, то есть у нее нежная Какие кожа. Вы ее драки били? были? Ну, так, как она рассказывает. Вы и ее били? Ну, какая-то была ругань, да, толкал там где-то, так где-то было, да, признаю. То есть, ну, это, так как она преподносит это сейчас, такого Все нет. понятно. Такого не было. Алис, вы живете вот в той квартире, которую купили сейчас, да? С мужчиной? Нет, я никогда не проживала там с мужчиной, мы всегда проживали только с дочерью. Дочкой. Давайте посмотрим, как вы живете. Вернемся к разговору. Играем, вот, пожалуйста. Например, 6 ты хочешь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В квартире мы живем 4 года с ребенком. Я учусь в 1 классе. Мне нравится в школе, потому что там вкусно кормят и там очень красиво. А здесь у ребенка детский уголок, то есть все для школы, также игрушки, в которые она играет периодически. Вот мой рюкзак, вот форма. Вот тетрадка про письмо. Мы писали цифры и писали, какие мы знаем буквы. Здесь мы готовим. Здесь наши вещи. Я люблю вещи. Ну вот есть такое платьишко. Оно очень красивое. Я не запрещаю Виталику брать ребенка, общаться с ней, но мне не нравится, что он лезет в мою личную жизнь, контролирует каждый мой шаг, и меня это очень не устраивает. Но вы считаете, что он вам в жизни не даст? Нет, Любой мужик, который будет появляться, да, будет то же самое. абсолютно. А дочка? Что, дочка? Ну вот он ее забирает, он же наверняка все вот эти гадости про вас ей говорит. Конечно, я это слышала, как он может прям в лицо ей сказать матом про меня. Это он при вас даже говорит. Да. Представляете, что он ей наговорит, когда вас рядом нет? Я представляю. Мгм. Мы поговорили с ребенком, который видит отношения папы и мамы, разумеется. Давайте послушаем. Моя семья – это мама и кот. Папа живет в другом доме. Он моя семья, просто мы от него переехали, потому что мы с ним поссорились. Ну, мама с ним поссорилась. Они ругались, толкались. Папа, он может кого-то обозвать матершинным словом, и он всегда может кого-то толкнуть или ударить. Ну, мне он относится добро. Ну, со мной тоже может поругаться и накричать на меня. Мы видимся по выходным. Ну, можем погулять, сходить в магазин, может поехать к бабушке. Мама у меня добрая. Я хочу больше жить с мамой. С папой я бы не хотела, потому что с ним мы опаздывали в школу. Я с ним хочу общаться, но не постоянно жить. Саша, ну, он такой добрый и злой. Он может ругаться, может кого-то обзывать. И добрый, и злой. Но она же видела, как вы с ним Конечно, да. конфликтовали. Да. Ну, естественно, что у нее в голове, она же честно говорит, он и добрый, и злой, потому что она вас и добрым видела. И как вы с папой конфликтуете? Вы сказали, что
Виталий достал всех во дворе, но не всех, потому что есть соседка Екатерина, да, которая приехала поддержать Виталия. Давайте с ней поговорим. Здравствуйте, студия. Здравствуйте. Александр, Здравствуйте. Юлия. Александр, я бы хотела обратиться к вам. Зачем вы наговариваете на Виталия? То есть со стороны Виталия я не вижу агрессии такой, какую я видела, исходила от вас. Подождите, вы сейчас вышли и конкретно рассказали про конфликт, который вы наблюдали вот недавно, правильно же? Все верно. Сам конфликт, как вот эту драку я не видела, я ее видела уже на видео. А позже. вы понимаете вообще предысторию этой драки или нет? Вот, в том-то и дело, что семейного конфликта между ребятами я не знала. Ну вот сейчас узнали? Да, Понимаете, сейчас я откуда? узнала, но тем не менее. То есть я видела, как Александр уже вел себя после. Простите, пожалуйста, я вы замужем? Я нет. А у вас были отношения? Были. А дети есть у вас? Деток нет. Понятно. Берите Виталик, он хороший. Давайте нет. А что? Давайте, давайте представим может, от себе. Алисы отстанет. Давайте представим себе, что Я ваш к ней не пристаю. И подождите. Давайте представим себе, что ваш бывший, Екатерина, да, запрещает вам видеться с вашим нынешним. Как вы к этому отнесетесь? Ну, слава богу, у меня нет таких бывших. Ну, вы же можете представить, вы же женщина. Нет, честно, я не могу такого представить, потому что... Ну, вот он у меня сидит, были вот ваш сосед. Хорошие в этом плане ребята. Вот ваш и как бы сосед никто сидит, меня не который ставит преследовал. условия своей бывшей жене. Чтобы у нее больше никогда не было мужиков. Нет, неверно. Чтобы в присутствии ребенка у нее не находились мужчины, потому что ребенок жалуется и рассказывает. Какое это. твое дело-то Она объясни говорит мне. сейчас, Я что я понять говорю, Мы не сейчас могу. только за что... семью. Мы сейчас ценности только семьи. что слушали твоего Зачем ребенка. ты всех подряд домой водишь, если Виш. ты ценности семью? Это с ее слов. Послушай, я долго Это с тебя ее буду слов. терпеть. Вот скажи Это мне, с её долго я слов. тебя буду терпеть? Ты сейчас своим поганым поведением показываешь своей дочке, какой у нее должен быть мужик. Твоя дочь, когда вырастет, выберет такого же, как и ты, который будет распускать руки, который будет так себя вести. Вот тогда я на тебя посмотрю. Услышал меня? Либо как мать всех подряд водить, да? Так что ли? Катерин, а вы мнение других соседей о Виталии знаете? Знаю. И что, все? Многие были на его стороне. Вообще, на самом деле, это соседи выбрали меня поддержать Виталия. Вот как. Это совершенно очевидно не те соседи, с которыми мы разговаривали. Но Ну, у там нас двор-то много большой. соседей. Давайте посмотрим на наших любимых экспертов. Виталий Литвинов показал себя во всей красе. Тут его не раз уже били, потому что он колеса спускал в ночи тут. В садике, куда Ксюша ходила, он со всеми переругался. Про Алису что можете рассказать? Не знаю, хорошая девочка. У Виталия претензии, что она не хочет быть с ним. А Сашу вы знаете? Но я думаю, он долго терпел. Там уже, когда просто он все эти грани перешел, Виталий, никто не вытерпит. Даже я бы не вытерпела. Нет такого, что вот Александр за ним ходит, что-то там ему говорит. Ему вообще на него наплевать. А тот не может так себя вести. То есть он тут ходит, что-то либо бухнет, что-то орет. Как только вот его встретит, он начинается горячий. Он винит, видимо, во всех произошедших в жизни его ситуациях, то, что ушла одна, там еще что-то ему. Да не очень он такой. Виталик? Скользкий человек очень. У нас там есть семейная пара с 3 детьми. Он их достает очень сильно. Он раньше нас тоже доставал с мужем. С пистолетом подлетал на мужа. Ну вот из-за того, что его раздражала собака. Жена, Алиса ее зовут. Он постоянно девочку ему отдает. Со мной, по крайней мере, он разговаривает вежливо, учтиво и на улыбочке. Ирина Александровна, ты Литвинова знаешь? Знаешь, да? А это кто такой? А, да? Удивительный персонаж, да? Она говорит, что он как бы ей надоел. Вот он постоянно такой вот, что-нибудь пойдет, там, что-нибудь не так. И постоянно что-нибудь срывает, какую-нибудь рекламу. Вот, она говорит, что он надоел. Ой, он дерется периодически. Такая у него нервная система возбужденная, сверхвозбужденная. Но. Девочка такая же, покалеченная психикой. Ну, вот видите, мнения-то другие совсем. А что там за пистолет был, с которым вы налетали на соседку из-за собаки? Понятия не имею. А вы никогда на учете нигде не состояли? Нет, я законопослушный гражданин. К сожалению. Ни одного штрафа, ничего нету. Все только, вот так скажем, беды вот по поводу даже, допустим, к супруге, претензии,
что дочь рассказывает, что она водит мужчин. На самом деле, мне кажется, что есть все основания для того, чтобы лишить его родительских прав, чтобы у него просто не было оснований уже говорить, что вот он такой неравнодушный отец. Я так понимаю, что поддержку своему ребенку он не оказывает, мать он обзывает всячески, употребляет там всякие непотребные слова. Далее, получается, ранее он применял физическую силу, хоть это и не было никак зафиксировано, тем не менее факт у нас был, и он подтвердил его сегодня в ходе данной программы. Общественный резонанс также имеется, основания все имеются. Лишить его родительских прав. Зачем вообще продолжать весь этот балаган? У нас еще одна гостья сейчас будет, которая приехала Алису поддержать. Давайте позовем Елизавету к нам. Ну, Виталик, ты, конечно, вообще... Все, что я сейчас услышала здесь, это реально просто такой цирк устраиваешь. Ты не можешь определиться, что ты сам хочешь. Понимаешь? Все, что ты сейчас говоришь, это просто полная чушь. Я в шоке. Елизавета, а вы, я так понимаю, подруга, да? Да. А как давно вы дружите? С декабря. С декабря. И вы были свидетелями того, как Виталий себя ведет по отношению к подруге вашей? Максимум я слышала по телефону, что он звонит с анонимных номеров, угрожает ей, всякие гадости говорит, и либо по перепискам. Вы сказали, что был эпизод, до программы, по крайней мере, говорили, когда он даже в двери долбился. Да, было. И что это было, расскажите. Мы с Алисой то, что давно общаемся, ну, в принципе, очень хорошо сдружились, и она, естественно, делится всеми своими проблемами, радостями. И в какой-то момент она мне набирает с левого номера, говорит, что мне страшно, что тут бывший мне ломится в двери, говорит матом, ну, орет. Заблокировал телефон, и сим-карту было такое неоднократно. Вырубает свет, чтобы она оставалась просто без связи, даже чтобы ментов вызвать. Долбиться в дверь, писать гадости по СМС, да, или по телефону, да. И это, ну, прямое нарушение ее личного пространства. Вы этого, правда, не понимаете? Из того, что вы сейчас делаете, она может пойти в суд и ограничить ваше общение с ребенком. Она может дать ход алиментам. И любая неуплата – долг по алиментам. И она может пойти уже на ограничение родительских прав. Вы понимаете, в какую вы игру играете или нет? Я все прекрасно Вы можете понимаю. ребенка лишиться элементарно. Потому что вы, как говорят соседи, и я совершенно с ними согласен, нарушаете сейчас психику ребенка. Она же видит все, что между вами происходит. Она слышит, как вы говорите о матери. Вы в себе вообще или нет? Скажите мне, пожалуйста, Алиса. Да. У вас сейчас есть молодой человек? 2 месяца как отношения есть, да. Но я так понимаю, что он сейчас не с вами. Нет. Молодой человек отдает долг родине на СВО. Красавчик. Но при этом у Виталия есть и к нему претензии, правильно? Да. Он его доставал? Да. Звонками, СМС, угрозы. Все зафиксировано. Они вживую не встречались еще. Понятно. Дело в том, что ваш молодой человек, естественно, не смог в нашу студию приехать, но мы с ним поговорили. Давайте послушаем. Вам тоже поступали угрозы от Виталия? Да, поступали, типа за дочь. Он мне из пистолета то ли ногу прострелит, то ли вообще в меня, в принципе, выстрелит. Писал, чтобы я, например, подъехал на его адрес, чтобы, короче, он мне разбил лицо. Честно, понять еще не могу, потому что человек не уравновешенный, неадекватный. Ты ему задаешь, например, один вопрос, он отвечает совершенно другое, и он стоит на своем. Как-то один раз он мне ответил, что он хочет ее вернуть. Я говорю, ты понимаешь, что своими поступками ты этого не делаешь. Он начал оскорблять, что я какой-то там лох, клон, малолетний. После этого он начинает мне говорить за дочку. Ты находишься с дочкой. Я говорю, где я нахожусь с твоей дочкой? Типа мне дочка рассказала, что якобы я голый хожу по квартире перед Алисой и перед его дочкой. Я говорю, ты совсем с ума, говорю, сошел? Я говорю, в принципе, говорю, не бывал у Алисы, как бы там, тем более при дочке. Да, но он мне неоднократно писал, что будет следить Алису, что он будет ее выслеживать, и он все равно ее высадит. Она мне говорит такая, Женя, мне, говорит, страшно, мне, говорит, неприятно. Я говорю, какая бы девушка ни была, плохая, неплохая, я все равно стану за девушку, потому что девушка — это слабый пол. Ну, собственно говоря, как психотерапевт, диагнозы я ставить не буду сегодня, но скажу так.
Вот. Есть такой вот перверзный нарциссизм. Это когда такой человек, он выворачивает факты наизнанку. Он провоцирует человека на агрессию, например, особенно зная... То есть это достаточно умные люди. То есть, зная, например, что вы имели место быть в заключении, скажем так, да, он специально провоцирует вас на это, чтобы вас привлечь там, к какой-то ответственности. Важно понимать маме, прежде всего, что в этой ситуации для него ребенок — это просто орудие мщения вам. И важно понять, что вы здесь ни при чем. У человека может быть иногда больная голова вот настолько, что он внушил, что вы во всех грехах виноваты, и теперь он хочет вас наказывать через ребенка, манипулируя. Поймите, что любые его попытки, вот, знаете, прикрывательства самого низменного свинского поступка всегда прикрывается под лаской заботы, любви. Да я же тебе добра желаю, да я же ради тебя стараюсь. А на самом деле это такая злоба, мстительность, агрессивность, по-настоящему свинское поведение. Вы не можете пережить развод, расставание. А почему об этом сказал доктор? Ну, потому что как же это меня любимый. Вот. Совершенно верно. И во всей этой истории мне жалко только ребенка. Потому что она уже сейчас слышит этот мат, это поведение. И даже вот по картинке, где она рассказывает, да, описывая каждого участника этой истории, видно, что она зажата. Психосоматика, тики, что может быть? Болеть будет, потом будете искать причину, там, не знаю, в школе где-то, а все это нарастает большим комом. Моя рекомендация как психолога, как многодетной матери, как общественника, немедленно пригласить в работу психолога, который начнет раскапывать и смотреть, что сейчас у девочки. Найди себе девушку, пусть она будет твоей любимой супругой. Покажи счастье, покажи любовь, сделай все остальное. Покажи это своей дочери. Каким образом должны складываться отношения мужчины с женщиной, показывая, что должны быть красивые, настоящие, честные отношения. Я бы сказал так. Конкретный совет я сейчас вам дам. Значит, вы возвращаетесь сейчас в Екатеринбург, сразу идете в ПДН, в органы опеки, пишите заявление о том, что, во-первых, вы с этого дня не даете ему ребенка видеться. Не даете. Исключено. Нет. Забыли об этом. Пусть он идет в суд, пусть он определяет порядок общения. И я уверен, что как раз в суде будут рассмотрены все эти вот данные, которые мы сегодня рассмотрели. Можете даже судье программу нашу показать, где он сам про себя все говорит. Абсолютно все. Да? И ничего он не добьется. А вы добьетесь того, что его ограничат и лишат родительских прав. И тогда он за километр не подойдет к вашему дому. Ясно тебе или нет? Мне это ясно. Вы половину не показали, как мать матерится и тому подобное. Я тихий, всем соседям назло. Иди сюда! Уйди! На нас с девушкой напали соседи. А что произошло? Чего они на вас напали пьяные? Просто так? По их словам, мы их топим на протяжении года. С нашей стороны никаких косяков не было. Музыка постоянно у тебя играет. Потолок у нас вообще уже обваливается. И здесь, и вот позавчера еще отлетел. А какие побои у мужа? Спина. А как так получилось? Спустил с лестницы. С перекошенными лицами в чужую квартиру. Пьяные в дупеля. Решили напасть на моих друзей. Пошли на разборки. Нет, просто они нам попались в этот момент. Я тихий! Я тихий, тихий! Ночные посиделки, распевалочки. Ну, распевалочки имеется в виду горлом. Давайте позовем сюда вашу бывшую коллегу Ольгу. Она хочет вам что-то сказать такое, прям очень важное.